Друзья, всем привет! Вы на канале Alten Games. Сегодня в видео полный обзор новогоднего геймпасса в ТДС. Геймпасс делится на платную и бесплатную части. Давайте приступим к сравнению этих двух частей. Вначале посмотрим на скины в бесплатной части геймпасса. 8 место, по моему мнению, занимает Frost Legion Sniper. Скин прикольный, из модели снайпера торчат ледяные шипы, и с уровнем у него также меняется оружие. Но изменений в этой модели не так много, поэтому 8 место. На 7 месте Dark Frost Солдат. Интересный скин в зимнем камуфляже. Интересной особенностью Dark Frost скинов является то, что с повышением уровня из модели произрастают кристаллы льда прямо изнутри модели. Выглядит это очень прикольно. Поэтому этот солдат занимает 7 место. На 6 месте у нас будет скин, как по моему мнению, поинтереснее. Итак, на 6 месте у нас Frost Legion Freezer. Скин выглядит интересно, он отлично детализирован и у него очень интересное оружие, которое он держит в руках, оно также достаточно классно изменяется. А шлем у него выполнен изо льда, так что выглядит очень круто. На 5 месте у нас Dark Frost Trapper. Также интересный скин в зимнем камуфляже. Особенно интересной фишкой являются уникальные ловушки этого скина. И последний уровень у него с огромными ледяными руками. Выглядит очень-очень круто. Вообще эти скины Dark Frost серии выглядят круто очень на последних уровнях. На 4 месте у нас Рудольф Бравлер. Веселый новогодний скин, когда Бравлер похож на оленя Санта и выполнен, естественно, в этой стилистике. Он не очень сильно меняется от уровня к уровню, у него появляется накидка, но деталей не так, чтобы сильно много. Зато на последнем уровне он имеет очень крутой внешний вид, ну и он веселый, поэтому я поставил его на 4 место. 3 место это новогодняя ферма. Выглядит она как заснеженный туристический лагерь, в котором со временем появляются разные детали, их все больше и больше. Сначала у нас появляется еда, которая жарится на костре, потом у нас появляется палатка, а на последних 2 уровнях у нас появляется сруб, деревянный сруб для отдыха туристов. Выглядит очень прикольно и оригинально, как для зимнего скина. На 2 месте потрясающая модель миниганера Щелкунчик Миниганер. Очень классная и детализированная модель. Особенно впечатляет последний ее уровень, так как он превращается постепенно в робота. Ну и Щелкунчик также отсылает нас к новогодним праздникам. По-моему, это заслуженное 2 место. Также очень прикольно выглядит ключ, который у него торчит из спины. Что вы думаете по этому поводу? Напишите также в комментариях. Ну и наконец-то переходим к первому месту данного бесплатного пасса, это Санта Командер. Модель Санта Командира выполнена с очень большим вниманием к деталям, особенно детали крутые у нас на предпоследнем и последних уровнях прокачки. Также у него за спиной есть мешок с подарками. Но на этом не все. Еще одна фишка это то, что они записали для него несколько уникальных голосовых фраз. Давайте их послушаем вместе с вами. Strength and presence. Now this is a holiday rush. Merry Christmas. Strength and presence. По-моему, очень круто. Также у Санты уникальная цветовая модель машинок с гирляндами возле колес. Давайте перейдем с вами к просмотру платной части и посмотрим, какой топ для меня там. Итак, 7 место в платной части занимает Dark Frost Мортира. Прикольная модель мортиры, особенно мне понравилось то, что на высоких уровнях у этой мортиры есть номер, как у автомобилей, и там написано Парадоксум. Выглядит это довольно-таки прикольно.
Поэтому я считаю, что она заслужила свое, хоть и последнее место, но зато у нее есть классная изюминка. На 6-м месте у нас Dark Frost Warden. Модель выполнена интересно и достаточно детализирована. Особенно его оружие является уникальным, ведь это ледяной кулак. На 5-м месте у нас Dark Frost Cowboy. Модель в зимнем камуфляже, с классной детализацией. Также у него очень интересное оружие, особенно на последнем уровне. Ну, в принципе, так и всегда, на последнем уровне достается все самое интересное. Пишите, кстати, обязательно ваш топ скинов, что вам понравилось в платном, что в бесплатном. Ну и вообще, стоит ли оно того, в конце я также подведу итоги. На 4-м месте у нас Dark Frost Электрошокер. Классно выполненная модель, особенное внимание уделили оружию электрошокера, и оно классное. Но мне не очень нравится его анимация. Это то, что он постоянно подтанцовывает и довольно-таки дергано. Этим страдают несколько скинов в Tower Defense Simulator, ну и, к сожалению, этот Dark Frost Электрошокер мог бы быть на месте и повыше, если бы не это. На 3-м месте Dark Frost Круг. Сама по себе модель не является какой-то супер детализированной или супер интересной, кроме последнего уровня. Там, где у круг босса огромная ледяная рука, и это действительно классно. А вот модельки приспешников этого круг босса выглядят достаточно интересно, поэтому я и определил его на 3-е место. Мне кажется, это довольно-таки интересный круг. Есть и поинтереснее, но все-таки он занял тоже свое почетное место. Ну и 2 топовых места. На 2-м месте у нас Dark Frost Engineer. Модель выполнена очень классно, много деталей, крутая стойка, в которой он стоит. Разработчики сделали для этой модели также и уникальные турели. Я вам их сейчас покажу, а пока что еще насладитесь именно детализацией этой модельки. Ну вообще она так именно очень стильно стоит, держит пушку. Пушка также является у нас необычной, то есть уникальное оружие. Постарались над этой моделькой. Первое место она не заняла только лишь из-за одного фактора. Итак, вот так вот выглядят турельки. Выглядят они как боевые дроны, и они меняются с уровнем. Тут также у нас есть какой-то ковш, да, для того, чтобы мины возможно искать. Я думаю, что это заслуженное 2-е место. Ну и 1-е место заняло, естественно, Frost Legion база наемников. Я думаю, многие из вас знают, что я люблю башни-призыватели, а тут действительно скин крутой. Здание самой базы Frost Legion базы наемников выполнено в ледяном стиле. Все у нас там замерзло, везде льдышки. Оно имеет уникальную модель. Мне эти модели понравились. И также мне очень сильно понравились те модельки, да, которые он призывает. Они похожи на ледяных ангелов, особенно меди, которую я вам покажу дальше. Также они меняются с уровнем. У них появляется там либо шлем, либо оружие меняется. Ну, достаточно классно поработали, посмотрите. И анимация у них очень хорошая. Мне вообще понравилась эта, скажем так, база ледяных ангелов. Я бы назвал бы это так, прям Frost Spirit Base можно было бы ее назвать. Но самым классным является медик. Щитовики выглядят интересно, но на 1-м уровне базовый щитовик он совсем такой себе, а тот, который уже в шлеме, он выглядит, как по мне, поинтереснее. Плюс у него и на щите больше деталей. Ну, достаточно классно. Но все-таки медик лучше всех. Конечно, на 1-й медик он выглядит чуть-чуть попроще, но вот 2-й медик, у него и очень классная броня, и очень классный посох, шлем. В общем, тут все топовое. Далее у нас идут неймтаги. Мне понравились все неймтаги, кроме одного. И бесплатные очень крутые, они очень классно анимированы, прям можно пасы не покупать, если вам именно ради неймтагов. Но из платного вот паса мне, допустим, 1-й неймтаг не понравился, тот, который вот с рогами, вот сейчас вы его увидите. Я считаю, что, ну, это такой себе, очень сомнительно, почему они засунули его вообще в платный. Зато эффектов на неймтагов стало прям очень-очень крутые эффекты. Такого раньше не было. Вот это вот Аврора, северное сияние, да, которая вокруг прямо скина идет. Это очень-очень круто. Мне прям вообще все понравились.
Что у нас еще осталось сравнить? Давайте сравним следующими. У нас будут идти стикеры. Тут, конечно, у нас все похуже, так как в бесплатном у нас является только один бесплатный стикер. Остальные стикеры из платного пасса, все стикеры также сопровождаются интересными звуками. Но если так вот очень глобально сказать, то в принципе я стикерами в игре пользуюсь достаточно редко. Но действительно есть классные. Допустим, в прошлом там Хэллоуин у нас, я имею в виду в Хэллоуин ивенте у нас была Умбра, а здесь у нас Frost Spirit. Вот это, по-моему, самые топовые стикеры, которые есть. Также у нас есть Крампус, но, допустим, мне он понравился поменьше, чем Frost Spirit. Следующее сравнение — это эмоции. Есть бесплатные, они также классно выполнены. Допустим, вот это вот холодно. Также очень классная эмоция, я прям удивлен, что она в бесплатном. Это снеговик, который еще стоит на карте, вы можете рядом с ним ходить. Это очень-очень классно. Также следующая бесплатная эмоция — это сани Санта-Клауса, которые летающие, тоже очень прикольно анимированы. На Хэллоуин была тачка получше, да, там машинки были, но они были в платной части пасса, а здесь дали бесплатно. Далее у нас идут платные эмоции. Это елка, у нее очень прикольная анимация и прыжки, как бы мы прячемся в елке. Выглядит достаточно прикольно. Следующим у нас идет печенье. Оно также очень-очень классно анимировано. Его можно скушать вот так вот прямо частями. Выглядит классно. Следующая часть — это у нас пение, то есть певцы, которые поют всякие разные колядки, рождественские песни. Есть несколько вариантов стойки с этой политурой, или я не знаю, как она называется, пусть меня музыканты подправят, там где у нас там ноты, либо текст песни написан, то есть можно реально в лобби сделать целый хор. Очень прикольно. Ну и сейчас мы перейдем к самой прикольной эмоции. В принципе, я так думаю, что для платной части пасса они вот это вот постарались. Как самая крутая в бесплатной части был снеговик, а здесь это снежный шар, и он очень прикольно багованный. Смотрите, как сейчас получится. Бах, меня оттолкнули, и также Крил улетел, ну, можно сказать, тоже еще дальше, чем я. То есть это снежный шар, который можно скатывать, его можно сделать больше. То есть он как будто прилепливает снег, ну все как и в реальной жизни. И потом огромным шариком можно кинуть в других игроков, ну иногда можно толкнуть и самого себя, так что будьте осторожны. Ну и последняя часть — это у нас чармы. В бесплатном пассе только один чарм командира, но он выполнен очень-очень классно. Поэтому можно, в принципе, довольствоваться бесплатной частью. В платной части их несколько. Первые две — это ивент башни, которые мы получаем с вами в зимнем ивенте, проходя его. И также у нас дальше идет намного более интересный чарм. Это сейчас я вам его покажу. Это у нас чарм противника, с которым мы познакомились с вами еще в Хэллоуин ивенте. Это один из 4 культистов, которых мы там видели. То есть получается, 2 мы уже получили, 2 еще ждем, где же они нам попадутся. Ну и конечно же очень классный — это Frost Spirit. Итак, стоимость премиум пасса 499 робоксов, и давайте подведем итоги. Итак, бесплатно мы можем получить 8 скинов. Это круто. 1 стикер, 3 эмоции, вот это тоже очень круто, и 1 чарм. В принципе, кроме стикера, все остальное классно. Также платно мы можем получить 7 скинов, 4 стикера, 4 эмоции и 3 чарма. Я бы сказал, что в этот раз они сбалансировали и крутые скины, и крутые всякие там чармы, эмоции примерно поровну. То есть можно обойтись и бесплатным пассом, но можно взять и премиум. Я так думаю, что он того стоит. Пишите также ваше мнение о зимнем пассе в ТДС, ваш рейтинг скинов, стоит это, не стоит. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки, увидимся в новых видео. Всем пока-пока и с наступающим всех Новым Годом!